Всем привет! Вы на канале Дракуна. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, на какой мод вы бы хотели увидеть русификатор или обзор. Итак, наконец-то мы с ребятами перевели мод Age of Arthur. Русификатор долго не давался, и только с третьей попытки Артур задышал русским духом. Много чего интересного выяснилось при переводе. Итак, по порядку. В моде очень расширена сюжетная линия. Вы можете выбрать, к какой из некоторых сторон примкнуть, к добру или злу. Выбор очень важен при поисках 13 сокровищ Артура. Схема завладения сокровищ сложна, путем обмана или убийства их владельца. Или же вы убедите собственника отдать вам желаемое. Для этого используйте навыки главного героя. Вы можете перейти на сторону Мерлина или королевы Мап, или выполнять задания на стороне Девы Озера. При создании персонажа вы не только настраиваете характеристики главного героя, но тем самым генерируете начало игры и сюжетную линию. Вы можете начать играть монахом, бандитом, охотником или рабом. У вас сразу пропишется главное квестовое задание, и когда вы его выполните, у вас откроются новые игровые возможности. В частности, при выборе характеристики вора вас должен отыскать человек из шайки отца, и тогда вы станете стопроцентным преступником и сможете прожить доблестные дни в бандитской суматохе. В моде расширена религиозная тема. Будучи монархом, вам надо будет выбрать религию – христианство или язычество, и согласно традициям устраивать праздники населению королевства. Играет большую роль система кораблестроения. Для морской торговли нужен будет торговый корабль. Для передвижения войск нужно транспортное судно, и чем оно больше, тем больше на него соответственно требуется моряков. Выбор судостроения широк. Также вы можете выбрать материал, из которого будет сделано судно. Огромный выбор добычи ресурсов – древесины, железа и всего необходимого для игры. Также в моде имеется функция поломки предметов. Есть выносливость главного героя. Так что не машите направо и налево мечом, иначе растеряете все силы. Кроме того, вы можете выйти на охоту, как на животных, так и на мифических созданий. В портах вы можете купить пленных и отдать их в ресурсные шахты, чтобы они приносили еженедельную прибыль, добывая вам ресурсы, или самому взяться за кирку и за топор. Также во всех городах присутствует арендатор земель и кредиторы. В тавернах можно поиграть в азартные игры и проявить свою смекалку, отгадывая загадки. Добавлена система постройки деревень, которые вы можете возвести самостоятельно, если у вас будет определенное количество человек, денег и ресурсов. Можно построить форпост, расширяя его до полноценного селения. При повышении уровня постройки добавляется в подчинение новый сотрудник, занимающийся делами, связанными с возведением строения. Если не кормить свой отряд, то воины могут вызвать вас на дуэль. Жизнь у НПС протекает своим чередом. Каждый родственник или группа может повлиять на бытие каждого из участников глобальной карты, будь это король, лорд или леди. Спутники главного героя имеют кровные связи с лордами и королями всех земель. Присутствуют браки, допускающие кровосмешение. Будь это даже отец и дочь, союзы между близкими родственниками разрешены. Таким образом передавался трон. Смею заметить, что в моде фигурирует такая функция, как рождение наследника. И хочу предупредить, родословная влияет на титул. Ребенок может родиться бастардом, что приведет к частым восстаниям, когда наследник зайдет на престол. Много можно говорить об этом творении, ведь автор мода работает над своим чадом, периодически его обновляя. И под Новый год вышла обнова. У меня, как у толмача, опустились руки. На протяжении полугода велись работы над русификацией. И тут бац, еще больше переводить, и никто, конечно, не загорелся желанием помочь. Но волею судьбы 2 толмача присоединились к переводу. Хочу сказать им огромное спасибо
Если бы не они, Русика можно было бы не ждать еще полгода. Так что Алешка-переводчик и Дима Гончар внесли большой вклад в работу, за что им особое спасибо. Если вы найдете ошибки в русификаторе, то не поленитесь, сделайте скрин и выложите на сайте в теме мода. Ссылка на мод в описании. Всем приятной игры! Вы гостили у Дракуна. До новых встреч!